Здравствуйте! Мы начинаем новый урок. И сегодня мы будем вязать подставку для яиц в форме маленькой корзиночки. Для урока я беру пряжу Жасмин, это кировская фабрика, 220 метров в 75 граммах, 100% хлопок, но я давно не видела ее в продаже. Это у меня просто из старых запасов. Пряжа эта хорошо ложится, она довольно толстая, она толще, чем нарцисс, но тоньше, чем лотос. И крючок 1,75, но вы подбирайте крючок в соответствии со своей пряжей. Начинаем вязать с цепочки из 5 воздушных петель. Делаем первую петлю, провязываем 5 воздушных петель, замыкаем нашу цепочку в колечко. И в это колечко мы будем провязывать столбики с одним накидом. Для начала провязываем 3 воздушные петли и в колечко вяжем 11 столбиков с накидом. Провязали, смотрим. 3 воздушные петельки для подъема, находим самую верхнюю и провязываем в эту петлю соединительный столбик. Мы закончили первый ряд. Переходим ко второму ряду. Теперь мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом между каждым столбиком. Между каждым. Мы сейчас над петлями подъема. Нам нужно переместиться. Мы провяжем соединительный столбик. Передвинемся. Теперь провязываем. Нам сюда нужно провязать 2 столбика. Первый столбик у нас заменит петли подъема. 3 петли подъема. И сюда же мы провяжем столбик с одним накидом. Смотрим теперь между следующими петельками мы провязываем. Вот между петлями мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Сюда же вводим крючок. И так между каждыми петельками соседними. Не над столбиком, а между столбиками провязываем. По 2 столбика с одним накидом. Когда мы довязали до конца ряд и провязали между последними столбиками 2 столбика с накидом, мы провязываем соединительный столбик в верхнюю петельку петель подъема. Мы закончили ряд. Дальше мы будем провязывать следующий ряд не за обе петельки предыдущего ряда, а только за дальнюю, потому что ближняя у нас будет задействована в другом ряду. Пропускаем 2 петли и в третью петлю мы будем провязывать 9 столбиков с одним накидом. Делаем накид. И начинаем провязывать столбики. У нас должно быть 9 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Смотрим, пропускаем 2 петли и в третью за дальнюю полупетлю мы провяжем столбик без накида. У нас получился веер.
пропускаем следующие 2 петли. И в третью, за дальнюю полупетельку, мы снова провяжем 9 столбиков с одним накидом. 2 пропускаем, в третью вяжем, 2 пропускаем, в третью вяжем. Вяжем или столбик без накида, или веер из 9 столбиков с одним накидом. Так, сколько мы связали? 2, 4, 6, 8, 9. 2 петли пропускаем, за дальнюю петлю третьего столбика провязываем столбик без накида. Мы связали половину. Нам нужно связать еще. 2 пропускаем, в третью вяжем 9 столбиков. Снова 2 петли пропускаем, третью вяжем за дальнюю петельку. 2 петли пропускаем, в третью будем вязать 9 столбиков. И последний столбик мы провяжем, вот 2 петли пропускаем, третью, там, где у нас было самое начало, мы провязываем столбик без накида. Все, мы закончили вязать наше донышко, подставочку. Дальше переходим к основному вязанию. Мы должны немного передвинуться к центру от краешка и провяжем мы соединительный столбик. Дальше мы развернем наше донышко и будем вязать не против часовой стрелки, а вот с этой стороны по часовой стрелке, скажем так. Провязываем 4 воздушные петли. Они нам заменят столбик. Дальше мы будем прикреплять наши столбики за вот эти полупетельки, которые у нас остались от провязывания. Видите, они у нас ближе к серединке остались. Мы вязали за дальнюю полупетлю, сейчас будем вязать за ближнюю полупетлю. Теперь мы провязываем еще одну петельку. И вот здесь, где у нас были провязаны 9 столбиков, вот осталась петелька. Мы делаем 2 накида и будем провязывать сюда столбики. Сначала провяжем 2 столбика с 2 накидами. Сюда же вводим крючок. Теперь провязываем 1 воздушную петлю и еще сюда же 2 столбика с 2 накидами. Провязываем 1 воздушную петлю и столбик 1 с 2 накидами мы провяжем вот сюда между этими веерами. 2 накида. Вот у нас петелька свободная. Мы провязываем столбик в нее. Снова провязываем воздушную петлю. И напротив вот этого нашего веера по центру провязываем столбики с 2 накидами. 2 воздушные петля и еще 2 столбика. Воздушная петля и еще 2 столбика с 2 накидами.
воздушная петля, между веерами столбик с 2 накидами. Цепляем только одну полупетлю. Снова воздушная петля и снова 4 столбика. Одна воздушная петля и еще 2 столбика. Воздушная петля, столбик с 2 накидами. Снова воздушная петля и последний раз вяжем 4 столбика. Два столбика, воздушная петля и еще 2 столбика с 2 накидами. Воздушная петля, и там, где мы вязали столбик, мы вязали 4, вернее не столбик, воздушные петли. 4 воздушные петли мы вязали и еще одну петельку для арки. Вот эту петельку мы пропускаем, а в следующую, она будет у нас 4-я от начала, провязываем соединительный столбик. Мы закончили один ряд. Точно так же мы свяжем второй ряд. 4 петли подъема, 1 петелька для арки и будем провязывать 4 столбика между столбиками. Столбики с 2 накидами. Точно такой же ряд. Воздушная петля, над столбиком столбик, воздушная петля и точно так же между столбиками 4 столбика. И так до конца ряда. Вот мы закончили вязать донышко и еще 2 ряда. Можно даже оставить и так. Смотрите. Яйцо все равно будет держаться. Вот так это выглядит. Но мы придадим ему более декоративный, красивый вид. Поэтому свяжем дальше. Мы вязали вот в эту сторону. Теперь мы поворачиваем и будем вязать в другую сторону. Мы будем провязывать между вот этими парами столбиков 6 столбиков с одним накидом. Но между каждым столбиком мы будем провязывать одну воздушную петельку. И плюс еще по воздушной петельке до и после этих столбиков. Итак, начинаем. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, вот между парами столбик. И так 6 столбиков.
6 столбиков провязаны, воздушная петля. Дальше мы провязываем столбик без накида над столбиком, над одиноким. И дальше все повторяем. Воздушная петля между столбиками, 6 столбиков. Между каждым столбиком воздушная петля. Последний раз провязываем столбик без накида над столбиком. Придадим краю декоративный вид. Будем провязывать арочки из 4 воздушных петель и соединительные столбики. Вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Смотрим, где у нас был первый столбик, за ним воздушная петля. Мы провязываем туда соединительный столбик. Снова 4 воздушные петли между следующими столбиками, соединительный столбик. Так в каждую арочку. Там, где у нас была петелька воздушная, мы туда будем провязывать соединительный столбик. И соединительный столбик будем провязывать между вот этими веерами. Там, где у нас был один столбик с 2 накидами, скажем так, над ним мы провяжем соединительный столбик. Дальше все повторяем. 4 воздушные петли, за первым столбиком соединительный столбик. И дальше по 4 воздушные петли. Мы довязали до конца ряда. В конце провязываем соединительный столбик. И все. Мы закончили. Подарочное яйцо. Можно накрахмалить, чтобы лучше держалась ножка. Я предлагаю связать еще ручку. Сейчас покажу, как это можно сделать. Провяжем еще столбик без накида. И дальше провяжем воздушные петли. Я провязала 25. Я думаю, этого будет достаточно. Смотрим, где у нас противоположная сторона. Провязываем здесь столбик без накида. И можно обвязать вот эту цепочку тоже столбиками. Можно не обвязывать, конечно, но тогда бы лучше ее накрахмалить, чтобы она не падала. Можно обвязать для того, чтобы придать ей более такой утолщенный вид. Все, провязываем самое начало, соединительный столбик. Еще раз вытянем. И все. Вот мы и закончили вязать нашу маленькую подставочку в форме корзинки. Примеряем.
так это все будет выглядеть. Можно связать 3 ряда в высоту вот таких столбиков. Можно обвязать по краю нитью другого цвета. Вот здесь можно обвязать нитью другого цвета. Можно вязать ручку или не вязать ручку. Это уже будут варианты выполнения. Я вам показала сам принцип вязания такой корзинки. Надеюсь, понятно. Ну, попутно я связала еще одну корзинку, конечно, для того, чтобы показать, как это все будет выглядеть. Здесь 3 ряда в высоту, без ручки. Краешек обвязала точно так же, как и вот в этой корзинке. И обвязала еще край. В каждую петельку я провязывала соединительный столбик и дальше 2 воздушные петли. То есть арочки из 2 петелек и соединительный столбик. Примеряем. Видите, она получается более глубокая. Ну, так тоже ничего. Вот так. Возможно, 2 варианта. Посмотрите, как вам больше понравится. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И будем вязать вместе на следующих уроках. До новых встреч!